Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня воскресенье, и как у нас заведено, сделаем небольшой обзор, хотя видео, возможно, выйдет через несколько дней. Значит, сегодня я вам покажу, какие у нас изменения небольшие по рыбке. И сегодня мы наших сомиков коридоросов Venezuela Orange пересадим в новый нерестовичок в объем побольше, для того, чтобы они лучше росли и развивались. Значит, по тернеции. Тернеции у нас, как всегда, очень много. Продается она как-то слабовато в этом году, что-то не могу понять почему. Рыбка продается, но не такими темпами, как хотелось бы. Базара у меня такого особого нет, куда сдавать. Ну а розничная торговля не особо. Значит, здесь у нас в аквариуме сидят, я уже неоднократно их показывал, производители тернеции. У нас уже часть малька есть, появилась, развивается. Отнерестили мы некоторые цвета, но еще есть другие рыбки, которых нужно нерестить. Здесь у нас находятся самцы, а вот здесь в нижнем самочки. Ну, самочек немного, по-моему, 5 или 6. Зеленые, розовые, фиолетовые, вернее буряковые и синие. Будем их тоже нерестить. Значит, здесь чуть поменьшало у нас неончика. 50 штук я реализовал, но все равно еще толпа такая приличная. Эти, которые постарше рыбки. А вот здесь у нас те, что помоложе. Эти еще подрастают. Данио тоже отсаживал я на нерест. Тоже будет отдельное видео. Получил какое-то количество икры. Но она сейчас находится в стадии еще икринки. Личинки еще нет. Мы на нее посмотрим чуть позже. Так, здесь, как обычно, у нас нерожающие Малинезии и гуппи производители. Так, что по нерестовикам? Значит, смотрите. Вот в этом нерестовике у нас буряковая тернеция. Там так нормальное такое количество. Чувствуют себя более-менее нормально. Нужно у них уже дно убирать. Сейчас я их буду кормить после того, как съемку сделаю. А может даже мы покормим, и еще вы увидите, как они животики себе наполнят. Здесь у нас синяя тернеция. Тоже ее там так нормально отнерестились рыбки. Достаточно много. Ну а здесь у нас оранжевая тернеция здесь у нас. Но такой вроде бы икры было много. Но малечек такой не особо жизнеспособный. То есть часть есть его плавает, все нормально. А часть все там на дне лежит. Вроде как кушает, но не плавает. Только по дну перемещается и все. Так, здесь у нас, вот смотрите, здесь у нас выводок, ого, взбудоражил. Сомики Venezuela Orange. Мы их сегодня переместим в другой объемчик побольше, чтобы они лучше развивались. Так, а здесь у нас, как я и говорил ранее, икра Данио. Сутки прошли. Было немножко там белой икры, я ее убрал. Но основная вроде бы как нормальная, развивается более-менее. Эмбриончик там в серединке есть. Я уже через увеличительное стекло смотрел. Вроде бы как все нормально. Поставила сюда фильтр эрлифный. Температура 24 градуса. Ну, через пару суток должна появиться личинка. Так, внизу у нас находятся меченосцы. Я их не всегда показываю. Но вот такие красавчики. Штук, наверное, 100 их тут есть. Размер такой 3-3,5 сантиметра. Так, еще в одном небольшом аквариуме у нас находятся гуппи. Тоже все вместе здесь сидят. Я заметил, что гуппи, когда они находятся в отдельном объеме, то есть не полностью не в системе в аквариумной, как у меня находятся все остальные рыбки, они чувствуют себя намного лучше. Ну и меченосцы так же само тоже. Не болеют. Нормально у них все состояние. Так.
Здесь у нас розовая тернеция, достаточно такая, она уже большая, по 3,5, по 4 сантиметра, ну крупные такие рыбки. Я, кстати, хотел вам показать размер рыбок. Сейчас я возьму линеечку, если не испугаем их, то вы посмотрите. То есть достаточно быстро они и крупные растут рыбки. Вот смотрите, я линейку поднес. Так, сейчас, секунду. Вот так, чтобы они не пугались. Ну вот смотрите, вот есть рыбки 3 сантиметра и более железно, видите? Плывают. По 4 сантиметра, ну крупные такие. А вот у меня есть еще здесь наверху старички. Попробую вот заснять рыбку. Ну, короче, вот эта красная, она вообще такая огромная. Если бы она ближе подплыла, вы бы увидели. Ну, 5 сантиметров, ну точно. С хвостом, наверное, все 6. То есть, если нормальное кормление и содержание, то рыбка вырастает до значительных размеров. Главное, чтобы был кислород, фильтрация, соответствующее питание. И они могут жить. Вот некоторые у меня рыбки, ну там в другом аквариуме, тот, что в доме у меня, до 4 лет уже доходит, они живут там. Короче, боятся подплыть. Ну, огромная прямо рыба. Вот смотрите, красная. Ух! Так, здесь у нас какое-то количество сомиков анциструсов. Продажные размеры такие сидят. Тернеции немножко. Он что-то там зеленое слишком часто дышит. Он там справа в углу. Тернеция, наверное, ей плоховато. Вот. Здесь у нас в соседнем коридоросы тоже часть продалась. По-моему, 18 штук продалось. Но все равно еще такое приличная толпа. И производители тернеции. И данио, которые вот недавно нерестились. А здесь в соседнем аквариуме у нас тоже отнерестившиеся тернеции сидят. И несколько анцитрусов. 3, по-моему, крапчатые. Отсюда я хочу вот этот крапчатого убрать и по большого анцитруса вот того убрать. Маленьких тех могу оставить. И сюда мы переведем сейчас сомиков коридоросов Венесуэла Оранж. Здесь им будет хорошо. Они быстрее будут расти и развиваться. Сейчас я их пересажу всех в одну емкость, в кружку, и мы их потом аккуратненько пересыпем или перельем в аквариум в большой. Итак, выловил я наших венесуэльцев вот сюда. Видите, какая их там толпа. Ну, конечно, они там вместе попались и с анциструсами, но все равно компания приличная. Итак, высыпаем их в большой объем. Тернеции уже смотрят, что такое, что за дела. Тут крышка открытая. Так. Ну что, выпускаем. Первый пошел. Сейчас эти все сомики и тернеции все будут в шоке от того, сколько рыбы будет на дне. Вон они выплывают в новое жилище. Так, анциструсы особо не хотят выходить, но надо. Все, выпускаем. Все. Ну, понятно. Они все в шоке от такого количества воды. Вот сюда в уголок сбились все. Ну, ничего, сейчас я им туда брошу артемии, аулофоруса, которые они любят. Кстати, уже аулофорус едят полным ходом. И потом мы на них еще посмотрим. Вот. Вот что они ждали, наши красавцы. Насыпал я им артемии на дно. Все, это их любимая еда.
Хватает, короче, всем. И тернеция, хватает ее. И смотрите. Ну, они уже едят даже и сушку. Я им гранулы бросал. Едят и гранулы. То есть уже самостоятельная полностью рыбка. Ну, я думаю, через месяц они уже будут совсем крупная рыба. Тернеция тоже поняла, что начали давать вечернюю еду. И смотрят. Конечно же, мы им сейчас дадим. Обязательно. Даем им полную вот такую ложку. А потом еще одну. Вот, пожалуйста, такое пиршество у нас вечером. Короче, до дна практически ничего не доходит. Приходится давать вторую ложку, чтобы хватило и анцисусам, которые там на дне. Коридорасам тоже досталось. Красавчики какие. Тоже кушают, все у них нормально. А вот еще у нас какие красавчики. Я сегодня их вам не показывал. Смотрите. Розовая тернеция. Желтая немножко. Фиолетовой. Вот такие у нас красавчики здесь сидят. Короче, скорость поедания корма превышает скорость, пока я достану камеру и начинаю снимать. До чего прожорливая рыбка. Короче, сколько ни давай, все будет есть. Главное не перекормить. Тем более это большие уже экземпляры. Им достаточно кушать немного. Вот хотел вам показать. Малек, смотрите, покушал. Животики желтые. И он так вот кучкуется, сверху стоит на поверхности. Ну, это я сейчас присветил. Он испугался и начал прятаться вниз, уходить. Вот, смотрите, вот синие. Смотрите, желтые животики. Красавчики, покушали. И этих синих вообще здесь так достаточно так много. Ну и оранжевые. Их там немного, но они есть. Ну, еще раз глянем на наших коридорасов Венесуэла Оранж. У них сегодня новое жилище. Но они вот кушают нормально. Уже Артемию почти всю съели. Сушки я им бросил. Короче, нормальные. Животики у них полненькие такие. Вот такая красивая рыбка. Видите, она уже окрасилась. Через месяц уже похожа полностью на своих родителей. Друзья, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. У кого есть желание поддержать канал, нажимайте кнопку «Спонсировать». Ежемесячные небольшие пожертвования дадут возможность поддерживать разводню и, соответственно, канал «Разводня как хобби». Пока, до встречи на канале «Разводня как хобби».